Топ-10 лучших успокоительных средств для нервной системы. Все болезни от нервов, говорили врачи в середине 20 века. Однако наступил век 21, а в этом плане ничего не изменилось. Ритм жизни по-прежнему ускоряется, требования становятся все выше, а усталость все больше. Советы по нормализации режима отдыха и сна, улучшению питания и избеганию стрессовых ситуаций помогают, но в подспорье им необходимо принимать лекарственные препараты, которые помогают истощенной нервной системе восстановить тонус и вернуться к нормальному состоянию. Отрадно, что современная фармакология не стоит на месте и регулярно поставляет на рынок лекарственных препаратов новые и более совершенные седативные средства. Их воздействие на организм проявляется гораздо быстрее, они имеют меньше противопоказаний и не вызывают побочных эффектов, которыми славились лекарства прошлых поколений. В нашей подборке эксперты аптеки «Классика» расскажут, какие успокоительные средства на сегодняшний день считаются самыми лучшими. Номер 1. Фитоседан. Успокоительный сбор под кодировкой номер 2. Этот препарат с успокаивающим действием является одним из немногих полностью натуральных лекарств, способных справиться со стрессом. При этом отсутствие синтетических компонентов ничуть не мешает ему оказывать мощное седативное воздействие на организм, а все благодаря удивительной комбинации целебных трав, таких как душица и чабрец, валериана, доник и корень солодки. Как показывает практика, фитоседан великолепно устраняет проблемы со сном и предотвращает негативное влияние стресса, если тот еще не перешел в хроническую форму. К тому же успокоительный сбор 2 не наносит вреда организму, а значит, применять его могут даже во время беременности и даже дети. Это же касается и побочных действий. К примеру, фитоседан не вызывает сонливости, а потому медики рекомендуют пить его во второй половине дня, заваривая по одному фильтр-пакетику и выпивая как чай. Более того, принимать средства можно даже утром или в обед, не опасаясь появления сонного или заторможенного состояния. При всем при этом фитоседан – это доступный препарат, цена которого вас приятно удивит. Номер 2. Персин. Персин – это еще один препарат на растительной основе, в котором экстракт валерианы сочетается с мелиссой и мятой перечной. В такой комбинации вещества из этих трав способны оказывать на организм мягкое, расслабляющее и успокаивающее воздействие. Препарат персин великолепно справляется с невротическими состояниями и неприятными симптомами стресса. Он эффективен в качестве средства, избавляющего от тревожности и подавленности, да к тому же носит гордое название лучшего натурального снотворного. Более того, специалисты нередко назначают этот медикамент для профилактики психосоматических расстройств. Отдельно скажем о том, что персин совершенно не вызывает привыкания и не снижает концентрацию внимания, благодаря чему принимать его можно людям, занятым деятельностью, которая требует повышенной концентрации внимания. Если же говорить о недостатках лекарства, то сюда следует отнести индивидуальную непереносимость и повышенную чувствительность к компонентам персина. Персин не назначают детям младше 3 лет в связи с отсутствием исследований, подтверждающих безопасность приема лекарства в этом возрасте. Номер 3. Тинотин. Этот лекарственный препарат относится к средствам гомеопатии, о влиянии на организм которых и сегодня не умолкают споры. Дело в том, что активное вещество лекарства присутствует в этом медикаменте в крайне малых дозах и, по мнению некоторых ученых, не оказывает положительного влияния на нервы. Тем не менее, многочисленные исследования и отзывы доказывают, что препарат отлично помогает людям, находящимся в состоянии затяжного стресса, тем, кто страдает неврозами и сталкивается с вегетативными и психосоматическими расстройствами. К тому же тинотин улучшает память и повышает сопротивляемость организма к стрессу. Несомненным плюсом препарата является то, что благодаря минимальным дозам лекарственного средства тинотин не вызывает побочных действий. Да и список его противопоказаний включает лишь детский возраст, до 3 лет, беременность и лактазную недостаточность. Номер 4. Диприм.
Это успокоительное средство принято называть самым натуральным антидепрессантом, а все потому, что действующим веществом его является растение зверобой, вернее его экстракт. Впервые антидепрессантным эффектом этого лекарственного растения ученые заинтересовались в середине 80-х годов прошлого века, причем мнения американских и европейских исследователей полярно расходились. Американцы посчитали, что зверобой не способен эффективно воздействовать на ЦНС, в то время как европейские ученые доказали в борьбе с депрессивными состояниями экстракт зверобоя ничем не уступает, а во многом даже превосходит традиционные антидепрессанты. Сегодня деприм часто назначают для борьбы с депрессией легкой и средней степени, в случае снижения настроения, тревожных состояний, особенно в период климакса, а также при повышенной чувствительности к смене погоды. Правда, купить лекарство можно только по рецепту врача, а детишкам до 6 лет его прием противопоказан. К тому же необходимо помнить, что это лекарство усиливает фоточувствительность, а значит, поклонникам красивого солнечного загара или посещения солярия от лечения депримом лучше отказаться. И еще не следует сочетать прием этого лекарства с другим антидепрессантом, чтобы не вызвать передозировку. Номер 5. Афобазол. Медикамент афобазол по праву называют одним из лучших анксиолитиков и транквилизаторов современности. Это средство представляет собой оптимальное сочетание эффективности, безопасности и доступности. Судите сами, афобазол прекрасно успокаивает нервы и снижает тревожность, помогает устранить бессонницу и проблемы с засыпанием. В наркологической практике этот препарат назначают лицам, решившим бросить курить или завязать с алкоголем. Афобазол в этом случае отлично устраняет признаки абстинентного синдрома. Используется лекарство и в психиатрии, где в комплексе с другими препаратами устраняет некоторые психосоматические расстройства. Здесь стоит сказать о главном преимуществе рассматриваемого успокоительного средства. Дело в том, что афобазол – единственный транквилизатор, прием которого не оборачивается привыканием. Более того, это средство сочетается со спиртными напитками, а значит, принимая лекарство, вы не привлечете к себе лишнего внимания на дружеских вечеринках и семейных торжествах. В то же время данный медикамент не назначают лицам, не достигшим 18-летнего возраста, беременным женщинам, кормящим матерям, а также людям с непереносимостью лактозы. Номер 6. Гербиан. Это еще одно комбинированное успокоительное средство натурального происхождения, в состав которого входит корень валерианы, мята перечная, шишки хмеля и мелиса. Благодаря такой комбинации лекарственных трав препарат оказывает успокаивающее действие на ЦНС. В первую очередь данный эффект обеспечивает корень валерианы. Шишки хмеля усиливают его воздействие на нервную систему, а мелиса и мята перечная оказывают расслабляющие действия и придают препарату приятный вкус. Препарат Гербиан рекомендуют иметь при себе людям, страдающим от тревожных состояний, тем, кому необходимо справиться с повышенной возбудимостью, раздражительностью, бессонницей или постоянным напряжением. Выпускается лекарство в каплях, а потому при большинстве перечисленных расстройств достаточно принять 2030 капель в день, чтобы неприятные нервные расстройства вас больше не беспокоили. Применять Гербиан рекомендуется взрослым людям, а вот детям до 12 лет медикамент прописывают только после консультации со специалистом. К тому же следует помнить, что капли Гербиан выпускаются на спирту, а значит применять их лицам, управляющим автомобилем и прочими средствами повышенной опасности, следует с осторожностью. Номер 7. Новопосит. Этот чешский препарат называют лучшим медикаментозным средством с анксиолитическим, противотревожным действием. Изначально новопосит вызывал немало сомнений в качестве успокоительного средства, ведь активным компонентом этого лекарства является вещество гвайфенизин, разработанное учеными в 2012 году для борьбы с кашлем. Однако позже выяснилось, что это растительное вещество, добываемое из коры гвоякового дерева, воздействует не только на кашлевый центр, но и на ЦНС, избавляя человека от тревожности и прекрасно успокаивая расшатанные нервы.
Сегодня новопосит применяется для борьбы с такими неприятными состояниями, как раздражительность и тревога, рассеянность, страх, а также повышенная возбудимость. Нередко его назначают женщинам для смягчения симптомов в климактерический период. Более того, в комплексе с другими лекарствами новопосит используют для борьбы с аллергией. Специалисты отмечают быстродействие препарата. Его благотворное воздействие на организм можно ощутить уже через 30 минут, что делает новопосит незаменимым в случае неврозов и реактивных психозов. Тем не менее, каждый человек, принимающий это средство, должен знать о возможных побочных эффектах в виде тошноты, рвоты или головокружения. К тому же новопосит снижает время реакции и ослабляет внимание, чем ограничивает категорию лиц, которые могут принимать этот препарат. Детям до 12 лет это успокоительное средство также не назначают. Номер 8. Фенибут. Препарат фенибут является одним из лучших представителей современных ноотропных препаратов, то есть лекарственных средств, активизирующих мозг и улучшающих умственные процессы. Вместе с тем, фенибут – универсальное средство с транквилизирующим, успокаивающим и избавляющим от тревожности действием. Благодаря такому разноплановому воздействию на мозг и, в частности, на нервную систему, фенибут назначают в случае затрудненного засыпания, постоянного страха, тревоги и прочих невротических состояний. Неврологи применяют это средство для лечения головокружений и головной боли, напряжения в случае морской болезни, укачивания и болезни Меннера. В комплексе с другими лекарствами фенибут назначается и детям. Скажем и об отрицательном воздействии на организм. Врачи не рекомендуют длительно принимать медикамент, так как в этом случае можно навредить работе печени. Номер 9. Пантогам. Это еще один представитель ноотропных лекарственных средств, который защищает мозг от кислородного голодания, повышает умственную и физическую работоспособность. В то же время медикамент обладает умеренным седативным воздействием на организм, что позволяет использовать его при невротических состояниях и лечении различных зависимостей. Интерес к пантогаму возрастает год от года еще и потому, что на фоне лечения тяжелых заболеваний, таких как шизофрения, эпилепсия или болезнь Паркинсона, этот препарат помогает справиться с нервным расстройством, нарушением сна и другими последствиями стресса. Более того, он широко применяется в педиатрии, улучшая детскую память и нормализуя сон ребенка. Пантогам назначают в комплексном лечении детской эпилепсии, а также при задержке психического развития у малышей. Психомоторное возбуждение у детишек также является поводом к назначению этого лекарственного средства. К плюсам пантогама можно отнести то, что в случае возникновения побочных эффектов достаточно лишь снизить дозировку лекарства, как неприятное состояние тут же уйдет. Тем не менее, среди его побочных эффектов встречается сонливость и вялость, а в случае передозировки у человека появляется заторможенность. К тому же противопоказанием препарата является беременность, первый триместр, аллергические реакции и патологии почек. Номер 10. Глицин. Если говорить о проверенных годами средствах, которые давно доказали свое эффективное воздействие на нервную систему, то первым среди них является глицин. Сегодня это средство востребовано, как и прежде, причем врачи с гордостью называют его лучшим успокоительным для детей. Это лекарство, улучшающее обменные процессы в мозге, не один десяток лет помогает людям справляться с повышенным эмоциональным напряжением, агрессивностью и конфликтностью. Глицин прекрасно улучшает настроение, избавляет от тревоги и налаживает сон. Рассматриваемый медикамент помогает справиться с абстинентным синдромом и проявлениями климакса взрослым людям, и в то же время подходит для детишек старше 3 лет, которые страдают от повышенной возбудимости и плохо спят по ночам. Огромным достоинством этого универсального препарата является отсутствие у него противопоказаний, за исключением индивидуальной непереносимости, а также низкая цена, которая делает глицин доступным для всех категорий граждан. В данной статье вы ознакомились с топ-10 лучших успокоительных средств для нервной системы, а значит,
В случае нервных расстройств вам будет гораздо легче выбрать подходящее лекарство. Правда, не забудьте перед его применением посоветоваться с врачом. Берегите себя. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.